Всем привет! Вы на канале TrueMark.ru, я Ник Панаев, и сегодня я вам расскажу, как можно легко и просто приготовить в домашних условиях пиццу, ничем не хуже, чем в ресторане. Погнали! Для теста мне понадобится мука, дрожжи, солод, соль и холодная вода, плюс еще немного оливкового масла. Для соуса я возьму томатную пасту, резанные томаты, орегано, соль и перец, а про начинки я расскажу чуть позже. Самое главное в хорошей пицце – это тесто. На самом деле приготовить тесто для пиццы достаточно просто, но оно требует достаточно долгого времени. То есть само тесто должно долго отлежаться. Это называется холодная ферментация. Я беру дрожжи, добавляю в них воду, немного взбалтываю так, чтобы дрожжи растворились в воде, а по смеси пошла пена. Если дрожжи начинают тонуть, значит дрожжи ваши умерли и стоит их заменить, без них ничего не получится. Перемешиваю и оставляю буквально на 2 минуты активироваться. Далее я буду использовать миксер, в котором я смешаю солод и муку. В принципе, если у вас нет солода, можно обойтись и без него, но тогда тесто немного хуже подымется, потому что солод будет подкармливать дрожжи, а я напоминаю, что в хорошем тесте для пиццы нету сахара. Его обычно заменяют солодом или обходится просто без него. Итак, солод надо перемешать с мукой, дождаться, пока дрожжи начнут активироваться, и теперь их можно добавлять к нашей мучной смеси. Постепенно вливаем. Оп. И теперь я возьму просто обычную воду и добавлю ее потихонечку в тесто. Теперь задача дождаться, пока тесто соберется в ком, и можно будет продолжать. Я вам напоминаю, что все можно приготовить без использования тестомашины. У меня был опыт приготовления теста для пиццы просто руками. Просто это занимает чуть дольше времени, и на кухне будет чуть-чуть больше грязи. А так все реально. Тесто собралось в шар, но все еще остается рыхлым. Но ничего страшного, его еще предстоит как следует вымесить. Я добавлю в него соль, опущу крышку и еще раз промассажирую его примерно минутку, для того, чтобы распределить соль равномерно по всему тесту. Все, соль распределилась. Теперь я добавлю туда чуть-чуть оливкового масла. И я вам хочу сказать, что если вы будете готовить тесто в машине, очень будет велик соблазн включить скорость побольше. Не надо так делать. Тесто вымешивается всегда на минимальной скорости. Теперь я включаю, опять же, как я сказал, минимальную скорость и жду, пока масло полностью впитается в тесто. Масло равномерно распределилось по тесту, но оно все еще остается немного рыхловатым, и теперь его надо будет обмять руками. В принципе, для этого выложить его на любую поверхность, ее не надо подпылять. Лучше всего, если это будет деревянная поверхность или, как у меня, искусственный камень. Тесто соберите в шар, придавите 2 руками, оттяните один край, отведите, заверните наверх и еще раз придавите. И вот так вот помните тесто пару минут, до тех пор, пока оно не станет однородным, гладким и эластичным. Примерно за 2 минуты тесто стало гладким и эластичным. Теперь я его скатаю снова в шар и оставлю на час отдыхать под полотенцем. Прошел час, тесто слегка поднялось. Теперь его надо будет разделить на 2 части, скатать каждую в шарик и выложить на какую-то поверхность, к которой он не прилипнет, например, к пластиковую или деревянную. Я возьму вот такую миску от торта, выложу 2 шарика и замотаю пищевой пленкой. Заматывать надо не очень плотно, но так, чтобы воздух не проникал. Заматываю пищевой пленкой, и после чего я уберу тесто в холодильник, где оно будет стоять и подниматься примерно 24 часа. Можно больше, но все зависит от качества вашей муки. Пока готовил, забыл рассказать самую важную вещь про муку и тесто для пиццы. Смотрите, на муке сбоку есть такая надпись «белки». Вот чем больше это значение, тем лучше. Поэтому, если вы найдете муку с значением 13 или 14, она хорошо подходит для пиццы. Но, в принципе, можно готовить и на обычной макфе. У меня все прекрасно поднимается, получается. Но с значением белка большим будет вкуснее. Все, убираю в холодильник на 24 часа.
А пока тесто ферментируется, можно заняться приготовлением соуса, который я тоже рекомендую сделать заранее, так он будет более вкусный и насыщенный. Для соуса нам понадобится томатная паста, резанные уже готовые томаты, орегано, соль и перец и ковшик. Соус делается максимально просто, его даже не нужно будет термически обрабатывать. Закидываю помидорки в какой-нибудь ковшик, просто у меня единственный свободный и приличный, это маленькая кастрюлька. Добавляю туда орегано, отправляю туда же томатную пасту и добавляю щепотку перца и щепоточку соли. Теперь это все нужно перемешать до равномерности, накрыть крышкой и оставить в холодильнике отдыхать. Сказал бы я, если бы заранее вчера не подготовился к съемкам и не сделал 2 порции теста. Они у меня в мисочках, ну, без разницы, в миске или на тарелках. А теперь, как я и обещал, я расскажу про начинки. Тесто у меня на 2 пиццули, поэтому начинок у меня будет тоже 2. 2 классические. Первая это пепперони, а вторая это будет ветчина и грибы. В качестве ветчины я выбрал индейку от Indie-Light, а также взял их новый продукт, сыровяленую индейку. Мне кажется, она будет хорошо смотреться на пиццуле. Правда, у меня есть одна маленькая проблемка. Я катастрофически не умею раскатывать тесто. У меня все время получаются какие-то очень абстрактные фигуры. Поэтому я попрошу лапки оператора прийти в кадр и помочь мне с раскаткой теста. Прошу, лапки. Лапки и другие части оператора вошли в кадр, значит, пришло время катать тесто. В раскатке теста для пиццы есть несколько важных нюансов. Первый – это нужно щедро припылить поверхность, на которой вы будете его раскатывать, смесью муки и манки, или в нашем случае паленты, просто потому что манка закончилась. Паленты – это такая мелко молотая кукурузная крупа. Они смешаны примерно 1 к 1, но это не так принципиально. Припыляйте хорошо, тесто не возьмет лишнее, но не прилипнет. Выкладываем на стол и начинаем растягивать от центра к краям. Второй важный момент. Мы растягиваем тесто руками, никакой скалки. Иначе вот этой классной текстуры с пузырьками, пузырьки, которые будут в корочке, не получится. Толщина теста финальная зависит вообще от ваших умений его растягивать. Навскидку получится где-то 26-28 сантиметров, но, опять же, все зависит от качества муки, соответственно, от эластичности теста и от ваших навыков. Частично я растяну тесто на столе, потом перенесу его на лопату для пиццы, и там уже буду растягивать финальный круг и добавлять начинку и соус. За моей спиной уже разогревается духовка. В духовке стоит камень для пиццы. Камень и лопата для пиццы – это такие, может, не совсем обязательные, но приятные девайсы, которые помогут сделать пиццу более приближенной к тому, что получается в дровяной печи. Если у вас их нет, это вообще не критично, это не сильно повлияет на результат, но нужно тоже будет немножечко приноровиться. То есть, во-первых, очень хорошо разогреть духовку, примерно 2 часа на максимальной мощности, какая у вас есть. У нас это 300 градусов. Разогревать ее нужно обязательно с противнем или, как у нас, с пекарским камнем. Противень кладите вверх дном, то есть бортики должны быть снизу. Так пиццу будет гораздо удобнее и закладывать, и снимать. Печь мы будем без пергамента. Он не нужен, потому что он даст лишнюю влагу, как бы странно это ни звучало, и пицца не прожарится так, как нужно. А готовиться она будет всего ничего, буквально 5 минут, примерно 2 минуты на нижнем уровне и 3 минуты на верхнем, или наоборот, это не критично. Базовый круг для пиццы готов, и настало время переложить его на лопату. Лопату также немножко присыпаем смесью муки и паленты и аккуратненько перетаскиваем на нее тесто.
И дальше я буду уже распределять его таким же образом, разминающими движениями в круг на самой лопате. Чтобы получились те самые классные дырчатые бортики, тесто в центре должно быть тоненьким, а, собственно, по краю немножечко вот останется этот бортик, где дрожжи разгуляются и дадут пузырей. В принципе, все. Тесто готово, поэтому я сейчас возьму половник и займусь начинкой. На одну пиццу мне понадобится примерно 1,5 половника теста, может быть, чуть-чуть меньше. Выливаю и распределяю по кругу. В принципе, это можно сделать и ложкой, но как-то половником вот я приноровилась, мне так удобнее на самом деле. Прям совсем на края не заходим, помним, что они должны подняться, чтобы было хорошо, классно и красиво. Прям как в Италии, только у нас дома. За кадром я натерла сыр, щедро посыпаю им основу с соусом, немножечко распределю и буду выкладывать пепперони. Это будет наша первая пицца, которую мы первой отправим в духовку. Божечки, как это шикарно. Моцарелла у нас для пиццы такая не рассольная, а более плотная. Но на самом деле можно и миксовать разные сыры. Будет тоже очень вкусно, классно. Они будут немножко по-разному тянуться. И вообще сыр в пицце — это прекрасно. Выкладываем пепперони. Количество пепперони зависит от вашей любви к пепперони, собственно. Главное, найдите вкусную, чтобы вот прям в удовольствие, и тогда будет самый смак. И тоненько ее нарежьте. На самом деле ничего сложного. В принципе, пицца — это не сложно. Главное сделать правильное вкусное тесто. А теперь самый сложный и ответственный момент — это переложить пиццу на пекарский камень. Камень в духовке. И 3, 2, 1. Хоп-хоп-хоп-хоп. Красота. Закрываем и ставим таймер на 2,5 минуты. Та-дам! 2,5 минуты прошли. Отключаем таймер. Отключаем таймер. И переставляем решетку с камнем или противень, в зависимости от того, что у вас, ай, как горячо, на верхнюю полочку. Хоп, и оставляем еще на 2,5-3 минутки. Таймер пропищал, пицца готова, вынимаем. Хоп. Божечки-кошечки, это прекрасно. И не дожидаясь остывания, потому что, ну как можно ждать? Разрезаем, пока тянется сыр. Очень горячо, но очень вкусно. Ой, очень хочется. Еста. Если это не Италия в домашних условиях, то что тогда? Просто посмотрите на нее. Перфект. Я уверена, что это фантастически вкусно, но давайте попробуем вместе. Тесто тонкое, оно идеально пропеклось. Насыщенный томатный соус, сыр, пепперони. В ней все идеально и максимально сбалансировано. Это очень круто и прям высший уровень домашней пиццы. А теперь давайте приступим ко второй. Порядок действий такой же. Сначала наносим соус, потом посыпаем сыром и выкладываем ветчину. У нас это новинка от Indylight сыровяленая индейка. И будет также ветчина. Открываем и прям вот такими большими кусочками красиво выкладываем ветчину. Тоже одной упаковки 4 куска, в принципе, достаточно. Она покроет целую нашу пиццу. Не знаю, сколько здесь сантиметров, у меня плохо с глазомером, но она очень внушительно выглядит. И финалим все это грибочками. Мы взяли шампиньоны,
Ну, потому что это базово. Какие еще грибы кладут в пиццу? Можно, конечно, с белыми, дорого-богато. Но и с шампиньонами будет прекрасно. И, в принципе, наверное, это классика. Пицца с шампиньонами. Пиццу с ветчиной и грибами тоже собрали. И отправляем ее также в духовку. Воу! Напоминаю, разогрета она до 300 градусов. Скидываем аккуратненько. И ставим таймер на 2,5-3 минуты. Время приготовления будет зависеть от агрессивности вашей духовки. Таймер пропищал, и достаем нашу вторую, пиццу. Боже мой, боже мой. Просто посмотрите на нее. Супер мясная, супер вкусная, я уверена. Отрезаем кусочек. Очень горячо, но я должна это сделать и показать, как оно. Я думаю, что ветчина индейки здесь будет прям самый класс, самый сок. Вот те самые бортики, о которых я говорила, с пузырьками, воздушные и хрустящие. Смотрите на это, смотрите на это. Такая же тоненькая, сочная и супер классная. Пробуем. Да. Это прекрасно. Такая же тонкая основа. Шикарный томатный соус и ветчина. И та, и другая сюда, простите, и та, и другая сюда идеально вообще подходят. Они нежные, в то же время пикантные. Вот эта сырокопченая очень классная. Она дает такой, вот именно вот этот оттенок копчености. Ну и грибочки дополняют, делая эту пиццу классической пиццей с ветчиной и грибами. Хотя итальянцы, наверное, нас не поймут. И раз уж я пробовала одну и вторую пиццу, скажу по ним свое резюме. Да, домашняя пицца требует времени. Нужно сделать тесто заранее, чтобы оно получилось вот тем самым тоненьким и с классной пузырчатой корочкой. Но это гораздо вкуснее, чем пицца из доставок, поэтому попробуйте приготовить по этому рецепту. Делайте с любой начинкой, какая вам понравится, или попробуйте приготовить с этими. Все граммовки, как всегда, будут по ссылке в описании к видео. А вы подписывайтесь на канал и следите за другими видео. У нас вкусно!